Хост 2025, Милан. Мы находимся на стенде Marello Forni. И сейчас нам представитель завода Ольга предоставит информацию по поводу своих тестораскаточных машинок пицца-пресс, да, на резиновой основе. Он немножко отличается от какого-то классического, который поджигает. Вот сейчас Ольга нам подробно объяснит, чем хорош пицца-пресс от Marello Forni. Ольга? Я сейчас в двух словах попытаюсь основную суть вам передать. Наш пресс Marello Forni – это не как стандартный пресс, который работает на сжатие и нагрев теста. Мы, когда работаем 24 часа и больше часов для ферментации, для того, чтобы дрожжи работали, в тесте внутри шара образуется газы, образуется воздух, образуется то, что дает пицце на самом деле. Ну, вот это воздушность, да. Воздушность. Что делают обычные прессы? Они эту воздушность убирают, сжимают. Сжимают, выдавливают этот воздух. Соответственно, работу дрожжей мы разрушаем, а также нагревают тесто и, соответственно, разрушается эластичность. Да. Данный пресс, он не нагревает. Да, мы здесь имеем температуру окружающей среды, и данный пресс не прессует тесто. Оно имитирует работу пальцев пиццайола. То есть, вот мы сейчас чуть-чуть прижмем, оператор может заснять немножко мою руку. Вот, смотрите, да? Как будто это, вот обрати внимание, вот сюда, сюда. Это все как будто ручная раскатка получается. Да. Также верхняя часть, она идет вот под таким углом, если мы немножко сфокусируем снизу. Вот это будет такой классический толстый край для пиццы. Для классической Для классической пиццы, да. Насадки мы можем менять для римской пиццы, пицца наполитана и пицца классика. Мы можем регулировать высоту, то есть толщину теста, и насадки мы меняем. Здесь формируется бортик. Соответственно, мы потом, когда мы на демонстрацию, вы увидите, что все характеристики, именно всю работу дрожжей, все характеристики пицца теста наш пресс сохраняет. Причем он делает стандартную форму, она всегда стандартная, что, скажем, помогает пиццайолу экономить время, потому что раскатка на 30-33 сантиметра занимает 3-4 секунды. Да, и все время одна и та же форма, один и тот же диаметр, не вылезающий за пределы. Скажем еще, вот это покрытие, это расходный материал или это все-таки такое долгоиграющее покрытие? Да, это долгоиграющее покрытие. То есть это не надо думать, что вот это надо будет менять каждый месяц, оно будет стираться, это будет стоить там 100 евро, 150. То есть это то, что будет служить сколько примерно? В среднем. В среднем больше года точно, но я вам точный срок службы, конечно, зависит. Да, но все зависит от интенсивности. Ты можешь работать 24/7, а можешь работать, как у тебя пицца, просто дополнительно в итальянском ресторане. Одна для ребенка еще в меню. Ну вот. Нужно использовать много муки, которая, соответственно, всегда остается. То есть муку все-таки надо использовать, ее надо сюда добрасывать. Муку, она служит дополнительным амортизатором, то есть дополнительно уменьшает стресс для теста. Да, вот теперь скажите, она все время работает на одной какой-то скорости или у нее есть возможность регулировать вот эту вот скорость? И для чего нужна вообще регулировка, если она есть? Вы можете регулировать, да. То есть, а для чего вообще обычно используют регуляцию? Ну, это для получения результата, который хочет получить. То есть, или быстрее, или медленнее, да? То есть, вот такое. С большей мощностью, меньшей мощностью. Да, а мы, может быть, можем пройти в демо-кухню и там посмотреть еще что-нибудь? Если мы сейчас посмотрим, если Ольга. в настоящий момент нет. Ну, как минимум, мы подойдем и посмотрим. Смотрите, какая очень хорошая идея. Это интегрировать такой аппарат. Он выглядит очень элегантно, на мой взгляд.
если это шоу-кухня, это очень элегантно выглядит на кухне. То есть, во-первых, там, где мы говорили, что работа с мукой, и здесь вот немножко есть мука, да. То есть, когда ты работаешь уже на конкретном пицце-столе, как рабочий, да, то есть эта мука уже не разлетается направо-налево. Здесь, смотрите, как удобно, панель управления встроена уже в стол, и сразу же имеется ящик с бубликами для пиццы, да, то есть достали, сразу раскатали, и здесь вот заполнили через витрину все вместе. Еще над агрегатом есть возможность поставить один ящик, что тоже добавляет немножко литров внутренней части, да. Здесь вот, как мы видим, ставятся пицца-боксы размером 40 на 60. Я поправлюсь, с 2017 года мы начали продавать пиццарелла. Мы только в 2 заменяли мембраны, это не расходный материал, потому что была порезана, были просто... Да, да, то есть если кто-то там своим, вот для пиццы иногда использует ножи или шпатели какие-то, ну вот чем-то зацепили. То есть с 2017 года прошло, сегодня 25-й год, хочу заметить, с 2017 года прошло 8 лет, и по утверждению Морелло Форни, представителя Ольги, и также подсказал один из руководителей компании, что такое покрытие – это совершенно не расходный материал, не надо этого бояться, но это, на мой взгляд, вообще даже очень приятно работать вот с таким материалом. Гораздо приятнее, и не надо нагревать это тесто. То есть это тесто остается живое, не сморщенное или как-то не воздействовано. Классика, чистая классика. Скажем большое спасибо Ольге. Спасибо. И что надо в конце сказать? Enjoy. Enjoy. Griffin GT. Твой проверенный партнер в гастромире.